Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы будем проводить доформировку низкорослых томатов. В прошлый раз, приблизительно месяц назад, мы проводили основную формировку, оставляли 3 стебля. Именно по трехстеблевой технологии мы выращиваем низкорослые томаты. И убирали по 2-3 листочка снизу, для того, чтобы улучшить вентиляцию по нижней стороне, чтобы растения не заболевали. Но по мере подрастания и развития куста в целом возникает необходимость удалять постепенно старые листья. А старые листья, конечно же, снизу. То есть сверху наросло уже много новых листьев, которые справляются с задачей по получению солнечной активности, по прохождению общих процессов фотосинтеза. А нижние листья, оказываясь в густой тени, под наросшими молодыми листьями, просто они теряют смысл своего нахождения на растении, но в то же время они вредят нахождению. Каким образом? Они ухудшают вентиляцию, сосредотачивается конденсат, лишняя влага сосредотачивается снизу куста и возможно возникновение заболевания. Кроме того, старые листья потребляют некоторое количество элементов питания, которое сейчас настолько необходимо для налива завязавшихся плодов. Давайте коротко осмотрим сейчас. Мы выращиваем 4 хорошие гибрида. Крупноплодный Каста, очень хороший для банки Мамако. Здесь у нас Мецено. Но надо подойти показать. Мецено, он такой довольно-таки интересный. Смотрите, какая облиственность. Плоды до 100 плодов на растении на одном, но не крупные, до 70 грамм. То есть ведро с куста можно смело собирать. Облиственность, из-за такой облиственности эти томаты любят выращивать фермеры на полях. Листья прикрывают плоды от повышенной солнечной активности в летнюю жару. Вот тоже очень хороший гибрид, это розовоплодный Happy-Net. Если любите розовые и предпочитаете выращивать низкорослые, Happy-Net вам в помощь. Он достаточно крупный будет, он нальется еще, это не весь его сортовой размер. Тоже хорошая облиственность, позволяет выращивать по яркому солнцу, по пекущему. Ну давайте заглянем вот на примере Happy-Net. Я покажу все-таки 3 стебля, как мы оставляли. Мы просто убирали все пасынки, кроме 3 стеблей. Вот один стебель оставляли, вот второй стебель оставляли, и вот там 3-й стебель. К сожалению, камерой не влезешь. Вот смотрите, в густой тени находятся там плоды. Они развиваются, они наполняются. Сейчас идет полным ходом налив кистей. Время идет к середине июля. Ну, действительно, много навязалось, да? Листьев тоже много. И поэтому нижние листья, как я и сказал, нужно удалить до развилки. Они лежат, они вообще бесполезны, по сути. 2-3 листа сейчас мы удаляем. Заводим руку, ну давайте вот как-то все-таки пытаться смотреть. Лист желательно удалять с томата в утреннее время, когда томаты наиболее хрупкие. Подводим палец под основную жилу вот эту, или листоножку, да, и нажимаем вверх. Вот. И он сам отщелкивается, не повреждая стебель. Это очень важно, чтобы он отщелкнулся, не повредив стебель. Вот он, один лист убрали. Так, смотрим. Вот еще я вижу второй лист. Друзья, не знаю, как вам видно. То же самое, поддевая вверх, должен появляться такой характерный щелчок. Смотрите, он желтоватого цвета. Вот. Сравните листья, которые имеют доступ к солнцу и в которых проходят в полном объеме фотосинтетические реакции, и лист, который практически не выполняет вот этого предназначения, не накапливает органическое вещество. Он нужен, конечно, так в идеале растению, но он уже наполовину работает, поэтому мы его удаляем. Растение на него тратит очень много энергии поддерживать его жизнеспособность. А эта энергия, которая сейчас тратилась растением на тот лист, она будет направлена нами вот этой формировкой. Так, 2 листа убрали, достаточно. Эта энергия будет направлена теперь на налив плодов. Плоды будут наливаться лучше. 1 удаляем, 2 удаляем. Все, вынимаем. То же самое, смотрите. Уже пожелтение началось не из-за того, что мы его не кормим или еще что-то. Ему не хватает тупо солнца.
А без солнца зеленые части растений — это бесполезные части растений, которые нужно с растений удалять. И таким образом, друзья, ну, я понимаю, вы сейчас слышите только щелчки, вы не видите, как это происходит. Я думаю, у вас после обломки нескольких растений тоже уже вы на ощупь будете находить. Вот давайте еще так камеру. У меня камера маленькая, в некотором роде можно ее. Вот они лежат, эти листья, бесполезно соприкасаясь, на них накапливается влага из почвы, поливная влага, она испаряется в любом случае в жаркую погоду и остается вся вот здесь, на нижней поверхности лежащего на почве листа. И значит, там может размножаться различные заболевания грибковые, их возбудители. Это очень опасно, крайне опасно. Сейчас нежелательно проводить обработку. Мы обрабатывали вот эти свои растения дважды квадрисом от фитофтороза и других комплексов заболеваний. Вот именно двойная обработка квадрисом приводит к очень хорошим результатам. Я поэтому тогда снимал видео, советовал вам провести такие две обработки, когда еще только шла завязываемость первых кистей. Если не делали обработку, вот смотрите, прямо сейчас пошел дождь. Это такая погода, друзья, ну вот я не знаю, видно вам, капает вот мне на перчатку, да? Он пока небольшой еще дождь, но он пошел. И так каждый день сюда наливается, что-то наливается, накапливается, возбудители чувствуют себя вольготно. Поэтому вот те две профилактические обработки, которые мы примерно около месяца назад проводили, смотрите, как они хорошо держат в порядке растения. Признаков заболевания никаких нет. Лист чистый. Вот такой листочек тоже. Вот мы, видите, что делаем? Вот, уже намного здесь легче. Намного свободнее проходить воздуху. И это предохранит от заболеваний вдогонку к обработкам квадрисом. Очень важно сохранить листья на низкорослых томатов как можно дольше здоровыми, чтобы они не заболели. Именно листья будут укрупнять все навязанное. Навязалось очень много, но если сейчас растение заболеет, мы это навязанное можем не увидеть на своих столах. В общем, друзья, дождь идет не на шутку. Я, наверное, буду собираться потихоньку. Я думаю, смысл вы поняли, что мы сейчас делаем. Удаляем нижний ярус листьев до развилки. Давайте еще раз покажу. До вот этой развилки, которой трехстеблевой мы оставляли. Вот все, здесь должно быть все чисто и должно проходить хорошее вентилирование. Последний раз мы проводили подкормку еще, если кто-то не видел видео, посмотрите, пожалуйста, вот ссылка сейчас сверху, какую подкормку мы проводили универсальным удобрением, которое помогает и плоды наливать на нижних кистях, и которое помогает проходить завязи на верхних кистях. Но даже несмотря на ту подкормку, вот некоторые завязываются, вот оно, яблочко появилось, да, но некоторые растения уже, скорее всего, сбросят. Почему? Потому что очень много навязалось, растение не может просто это все довести до ума, и оно начинает заниматься саморегулированием плодовой нагрузки. Часть плодов будет сброшена, это нормально, но как можно большую часть нужно сохранить проведением вот той подкормки, о которой я вам рассказывал в том видео. Все, захожу в теплицу, чтобы камера не мокла, ну и будем после дождя продолжать. Я думаю, вам все понятно. Если у вас слишком чересчур облиственные, то проведите вот такую коротенькую формировочку. На этом я видео закончу. Спасибо за внимание. Всем высоких урожаев. До свидания.